Всем привет! Сегодня мы готовим томатную заготовку. Это будет основа для томатного соуса, например, такого как соус маринара, либо основа для соуса пиццы. Это наш главный повар. Сидит, наблюдает. Говорит, мы все делаем не так. Для того, чтобы приготовить данный соус, нам нужны помидоры. Помидоры мы привезли с огорода. У нас тут вот такое ассорти из разных помидорок. Также нам понадобится для рецепта сахар, соль и уксус 70% столовый. Помидор мы берем 5 килограмм, мы их моем, режем, удаляем у них плодоножку. Шкурку удалять не нужно, она перемалывается полностью в мясорубке. Дальше кастрюля с перемолотыми томатами ставится на небольшой огонь, нагревается. После того, как она начинает закипать, туда добавляется соль и сахар. На 5 килограмм томатов у нас получается 7 столовых ложек сахара, 5 столовых ложек соли. После того, как это все дело кипит в течение 20-30 минут, зависит от интенсивности огня. Это нужно постоянно перемешивать, не забывать обязательно, чтобы оно не пригорело. В конце добавляется 1 чайная ложка 70% столового уксуса и закатывается в стерилизованные банки все. Прокрутили все 5 килограмм помидоров и сейчас будем ставить их на огонь. Слишком сильный делать не нужно, чтобы ничего не пригорело снизу. И обязательно нужно постоянно перемешивать. Подготовили 7 столовых ложек сахара и 5 столовых ложек соли. Наш соус начинает закипать, и мы добавляем все это дело сюда. Все. Оп, утонуло. И естественно все это как следует нужно перемешать обязательно, чтобы ничего к дну у нас не прилипло. Все размешиваем, соль, сахар растворяется внутри. Также попутно подготовлена водяная баня для стерилизации банок. И крышечки уже залиты водой. Скоро нужно будет все это дело тоже включить, чтобы нагревалось. Соус закипел. Вот так вот он на минимальном огне стоит. Будем его выпаривать минут 25, а может даже 30. Посмотрим по объему. Нужно, чтобы оно уменьшилось где-то, примерно на четверть. В принципе, можно сильно не уваривать, но просто когда он уварится побольше, будет концентрация вкуса повыше в баночках. Так что теперь ждем и периодически помешиваем. Минут через 20 нужно будет включить водяную баню и крышечки поставить на огонь, чтобы они уже начали нагреваться и готовиться. Во время кипения образуется пенка. Вот такая вот. Ой, камера запотевает. Вот, мы ее периодически снимаем, чтобы соус был однородный и красивый. Вот такой консистенции получается наша заготовочка. То есть, вот, если размешать, то оно довольно-таки густое становится. Сейчас мы добавим сюда чайную ложку 70% уксуса. Так вот добавляем. Все это как следует очень хорошо перемешиваем, чтобы уксус полностью весь разошелся. Буквально поварится еще 2-3 минутки. И будем уже все это дело раскладывать по баночкам. Банка у нас уже готовится, стерилизуется, крышки уже закипели, все простерилизовано. Сейчас будем раскладывать. Так, баночка у нас простерилизовалась. Берем ее, значит, перед каждой закладкой перемешиваем обязательно заготовку. И потихонечку вливаем. Главное аккуратно не обжечься, все очень горячее. Так, доливаем до самого верху. Сейчас я это сделаю. Вот так.
Берем простерилизованную крышку. И плотно закручиваем. Вот такое вот количество заготовочек у нас получилось из 2 порций, то есть из 10 килограммов помидор. Сколько тут баночек? 14 или 13. Сбился. Ну, в общем, банки 0,5-0,6 объемом получаются. Вот они здесь, сейчас мы их прикроем, они несколько дней будут остывать. Потом мы их будем хранить в кладовке. Просто в квартире они стоят на полочке, ничего с ним не делается. Все хорошо хранится. Данные заготовки можно использовать как основу соуса на пиццу. Также, допустим, при приготовлении свежего борща можно добавлять. Будет добавляться вкус. Ну а мы в основном используем данные заготовки для приготовления пасты маринара. То есть оно используется как основа для соуса. Вот на этом все. Такой рецепт у нас получился.